Испанский художник-импрессионист, чьи самобытные, жизнерадостные солнечные картины занимают особое место в мировой живописи. Возможно, там нет ничего грандиозного. Художник предпочитал изображать вещи простые и повседневные, то, что сам видел. Свою семью, рыбаков, купающихся ребятишек, пляжи, но его картины отображают сам дух Валенсии, а умение работать со светом впечатляет. О жизни и творчестве художника Хоакина Сорольи и Бастида мы поговорим в этом видео. Годы жизни 1863-1923. Сорольи родом из Валенсии, родители были торговцами, но, к сожалению, умерли от холеры, когда мальчику Хоакину исполнилось всего лишь 2 годика. Его воспитывала тетя и дядя, работавший слесарем. Он поначалу хотел, чтобы Хоакин приобщился к его ремеслу, но увидел, что у парня талант к рисованию. Благоразумно решил оставить его в покое и даже подарил ящик с красками. В 15 лет Хоакин стал учиться в школе изящных искусств в Валенсии. Его хвалили все учителя и пророчили большое будущее. Вот только все упиралось в деньги. Простому слесарю оплачивать дорогостоящую учебу племянника было сложно. Но вскоре сам Соролья стал писать картины на продажу. Пусть даже вместо игр и общения со сверстниками приходилось по вечерам сидеть в душной мастерской перед очередным холстом. Однажды он продал свою картину за 100 реалов местному старьевщику. Правда, не слишком на этом выгадал, поскольку больше половины этой суммы хитрый старьевщик отдал никому не нужным барахлом. Эту картину он повесил в своей лавке, куда однажды зашел фотограф Антонио Гарсия Перес. Тот искренне восхитился работой Сорольи, а когда узнал, что ее написал 16-летний паренек, решил опекать его. Покупал краски и холсты и оплачивал часть расходов на учебу. Это знакомство стало для Сорольи поистине знаковым. Впоследствии он женился на дочери фотографа Клотильде и проживет с ней много счастливых лет. В 18 лет Сорольи решил покорить Мадрид. И, хорошенько изучив, что сейчас наиболее востребовано публикой и критиками, написал картину «Оборона артиллерийской батареи Монтелеона». «Чтобы прославиться, приходится писать мертвецов», — говорил он своим друзьям. Но этот стиль живописи самому художнику совсем не нравился, однако приходилось писать как положено. Вскоре за счет властей Валенсии он поехал в Римскую академию искусств, учась в которой заодно посетил и Париж. Там он всерьез увлекся реалистической манерой Бастьен Лепажа и написал в его стиле картину «Погребение Христа». Вот только она никому не понравилась, ее столь яростно критиковали, что вспыльчивый Соролья в приступе гнева картину уничтожил. Но от натуралистической живописи не отступил. Однако, наученный горьким опытом, тщательно выбирал темы и персонажей, которых хотелось запечатлеть. Постепенно его слава и признание росли. Картины Сорольи почитали за честь выставить ведущие музеи мира. На выставках они занимали лучшие места, а в 40 лет он уже был безоговорочно признан первым художником Испании. Он решил покончить с социальными темами, поскольку посчитал, что ничего душещипательного и трогательнее своего знаменитого печального наследия все равно уже не напишет, а сосредоточился на изображении повседневности, прекрасных испанских пляжей, своей семьи и купающихся детей, а заодно решил попробовать свои силы в набирающей популярности импрессионизме, отойдя от реализма, в котором писал картины в юности. Искусство не должно отображать ничего уродливого и грустного, а чем больше света на картинах, тем лучше. Свет делает живопись прекрасной, правдивой и живой. И этому правилу он следовал всю оставшуюся жизнь, создавав множество отличных картин, буквально пронизанных светом, в изображении которых достиг вершин мастерства.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.